Сегодня я специально договорилась с моим другом Илья, чтобы он рассказал нам, он как раз-таки неделю тому назад приехал из России, привез свою машину. Хочу узнать, как он приехал, какими путями, какими подкопами ты сюда добирался. Я уверена в том, что моим подписчикам это будет очень полезно. Рассказывай. Всем привет из прекрасного солнечного города Мерсин. Вас приветствует агентство недвижимости Well Homes и я, Анастасия. Сегодня я специально договорилась с моим другом Илья, чтобы он рассказал нам, он как раз-таки неделю тому назад приехал из России, привез свою машину. Хочу узнать, как он приехал, какими путями, какими подкопами ты сюда добирался. Я уверена в том, что моим подписчикам это будет очень полезно. Рассказывай. Всем привет, меня зовут Илья Брижак. Значит, первое, с чем мы столкнулись, это с закрытой границей. И в данный момент те, кто, например, поедут из России сюда, они периодически, некоторые ребята тоже будут попадать на это, некоторые путешественники, потому что там, когда мы ехали получается, 27 числа июня, граница была закрыта на 2 дня. И вот мы 2 дня ждали на границе, на российско-грузинской. Когда мы проехали... А с какого города ты ехал? Я ехал тогда прямо сначала. Да, давай с самого начала. И есть ли у тебя там икамет есть, или же у тебя там по ТАПУ ты ехал, какие документы у тебя были с собой вообще? Вот то, что постоянно меня спрашивают вот этот момент. Например, нужно мне ТАПУ, чтобы приехать на машине, или оно мне не нужно, или я должен приехать сначала получить здесь там вид на жительство, а только потом могу привезти машину и так далее. Вот как у тебя было вот свой... Месяц назад, даже, получается, 1,5 месяца назад в Турцию нельзя было въехать россиянам, точнее, выехать из России без основания. То есть нужно было либо вид на жительство, либо чтобы кто-то умер, либо на обучение, либо на какие-то медицинские, серьезные медицинские. То есть стоматология не относится, потому что я хотел выехать сюда на машине. Прежде всего пытался через стоматологию, не прокатило. Вот. Все это отменили, это были антиковидные ограничения какие-то. Это все теперь убрали. Теперь для того, чтобы выехать из России, приехать в Турцию, это делается только через Грузию, через Верхний Ларс, через границу Верхнего Ларса. Нужно только 3 документа: права, СТС и загранпаспорт. Все, никаких икаметов, ничего больше не надо, ничего. Это для того, чтобы выехать из России. Но когда мы уже проехали турецкую даже границу, то есть из Батуми через Сарпи проехали сюда, на турецкой стороне у меня был затык. То есть на мне там очередь встала, то есть я даю загранпаспорт, и главное, я жене, то есть получается водители идут в одну, точнее владельцы автомобилей идут в один коридор, все пассажиры остальные идут в другой коридор. Я жене и сыну отдал только загранпаспорта, икаметы лежат у меня в документах. Сам тоже пограничнику отдал загранпаспорт, и у него что-то там не бьется. То есть время непонятное, и он мне задает вопросы: почему ты так долго был в стране, почему ты опять едешь в страну, ты должен оплатить штраф, ты на 3 недели дольше здесь находился, ты по законам должен был выехать. А я еще я турецкий слабо знаю, и я толком не понимаю. Вот, потом до меня доходит, что он мне говорит, месяц, не месяц, что-то рассказывает, пытается объяснить, что-то 3 недели, все время 3 показывает, а я на 3 недели как бы просрочил визу, получается. Да. Визовый режим, больше 60 дней, на 3 недели я находился. Вот, по законам Турции российский гражданин может находиться в Турции 60 дней плюс 30, то есть после 60 дней выехал, заехал и снова 30. Вот, я вспомнил про икамет. Я говорю, у меня есть икамет тот. Вот, говорит, что. Да, понятно, да. И почему. вот если вы
едете на машине, и вы до этого в Турции еще не были, то вас пустят без каких-либо вопросов. Но вам в загранпаспорте, прям где въезд на машине, печать будет, там прям будет «въехал на машине». То есть это не как самолетная Ну да, печать. там, потому что когда на самолете, там самолет. Да, да, вот на машине въезжаешь, и там же таможенник или, ну, кто пограничник, таможенник, неважно, вот, он пишет ручкой дату вашего выезда, то есть до какой даты вы обязаны выехать. Ага, вот. Машину вывезти. Да, именно машину. Если вы останетесь здесь надольше, штрафы будут космические. То есть там поначалу что-то 450 лир, но это фигня, вот, а потом они удесятеряются, эти штрафы, если вы на протяжении... Да, то есть вот вы после 3 месяцев просто сразу x10 происходит, вот что-то такое, извиняйте, если что, наврал. Лучше не надо. Да, лучше, если что, лучше сами проверяйте. Да, лучше не надо. Так. Вот, ехали мы с семьей, я, жена и 6-летний ребенок. Сыну спасибо, он справился как настоящий мужчина, да. Ехали из Оренбурга через Волгоград, через Элисту, и вот тут все, кто поедут, когда уже будут ехать через Элисту, когда проедете, имейте в виду, что навигатор может показывать вам более короткий путь по Ставрополью, после Ставрополя точнее, по Владикавказу. Нужно ехать длинным путем, через Пятигорск, через Нальчик, через все это, потому что там дорога шикарная. Вот, а там дорога очень плохая, ну вот вы даже развернетесь, я практически в этом уверен. Видимо, ты развернулся. Не-не-не, нам ДПСники, мне друзья до этого сказали, а их ДПСники развернулись, сказали, разворачивайтесь, тут вы дальше не проедете, да. Ну, как-то так. Вот, и на границе, вот самое неудобное, это то, что мы 2 дня ждали время, когда починят дорогу. Ваша сельдь спала как раз в это там были время, дожди сошла. как раз, и вот на участке между грузинской и российской границей там сошли сели, река вышла из берегов, короче, дорогу размыло, они там насыпают периодически и пропускают одну сторону, то есть как раньше не было, сейчас не так, то есть сразу и грузинская, и российская сторона едут, сейчас по-другому, сначала вот одни проезжают, там эти теперь сутки ждут, те проезжают. Ну, короче, вот такой кошмар сейчас происходит, да. Может быть, это уже все на момент выхода прям целый день только, например, российские ездят. Да, и все. Целый день только грузинские. Да, вот когда мы ехали, вот только мы ехали, только россиян пускали. Где стояли, грузины. просто ждали. И да, там, если ты хотела, не хотела ссылку делать вот на моё видео. Да, я обязательно сделаю ссылочку на видео. Он там все более подробно как раз-таки рассказывает про все нюансы, которые там у них были в дороге и так далее. Да, про очереди, что у него там случилось. И, в принципе, все, что там происходило. Я попросила его вкратце для вас рассказать, но обязательно сделаю ссылочку на его YouTube. Обязательно посмотрите. У него есть очень крутые видео не только про Мерсин, а вообще про Турцию и как здесь жить. Спасибо. Продолжай. Вот, и получается, мы, когда приехали на границу была очередь 2,5 километра, мы эту очередь отстояли 6,5 часов весь день. Вот, там кто поедет с маленькими, совсем маленькими детьми, там с грудничками или с 3-летними, просто крепитесь или же покупайте очередь там, потому что российская... Купить тоже можно? Можно было купить, за 10 тысяч предлагали купить место, да, то есть ты где-то там в конце или в середине очереди стоишь, к тебе подходит человек и все, там, это друзья ФСБ, да, такие, 10 тысяч и все нормально. Я говорю, нет, дорого, он говорит, 7. Я говорю, дорого. Он говорит, предложи свою цену. Я думаю, за 5 можно было точно проехать, но вот... в принципе, нормально. Вот так вот мы уже 2 дня стояли. Да, мы уже просто отстояли большую часть, и нам там где-то часик оставалось. Тогда не знаю, смысла мы нет. как-то, да, мы подумали, лучше вкусно покушаем в Батуми. Правильно, так и было. Верно. Вот, и все, далее мы заехали в Грузию, нас отговаривали все не останавливаться в Грузии, типа в Грузии там к русским плохо относятся,
по телевизору в России так говорят, что там грузины линчуют русских. По телевизору говорят много. И в интернете тоже там. Но мы на свой страх и риск, и нам друзья тоже, которые сюда ехали, мои неделю назад, 2 недели назад сюда, до того, как мы приехали, они тоже говорили: ой, не останавливайтесь, ой, не останавливайтесь. Не знаю, мы останавливались и в Степансминде, это там после границы, которые ночевали там, и где-то там по пути между Тбилиси и Батуми, и в Батуми останавливались. Красота. Везде, ну, я не скажу, что хлебом, солью, но отношение очень-очень-очень адекватное. Ну, помидорами, главное, не закидали. Не, наоборот, я скажу, даже не было какого-то презрительного отношения. Наоборот, даже когда ты... Я стесняюсь, честно скажу, там говорил, кто-нибудь по-русски разговаривает, они: о, там, конечно, да, здравствуйте, там на ломаном. Но, в общем, я не знаю, мне кажется, это зависит от человека, может быть. Ну, может быть, всякое бывает. Как говорится, человек, который... вот мне часто тоже пишут такие комментарии. Вот я вижу вид на море, а мне пишут: нету вида на море, есть море где-то там и на муравейник. Но вы меня простите, есть и такие люди, которые будут вот прям вот так смотреть на море, будет стоять одна пальма, и она им помешает. Клянусь, я видела таких покупателей, которые говорят: даже пальма не должна стоять. И вот как бы, ну вот каждый человек по-своему. Видимо, вот и отношения от других он тоже воспринимает по-своему. Да, я думаю, мы транслируем в массы свое восприятие, и оно как зеркало нам показывает. Конечно, вот. Вот, и те, кто поедут из России, самое главное, что надо знать, это документы, чтобы у вас были на руках правильные. Нас, кстати, вообще почти не досматривали. На российская таможня у меня длилась ровно 1 минуту. Ничего себе! Я серьезно, вот то ли мы на пересменку попали, то ли из-за того, что очередь была, там ажиотаж. Вот, мы просто, это что в коробках? Я говорю, тут вещи, ну вещи так вещи, иди. Все. Мы дольше ждали. А на грузинской и дальше на грузинско-турецкой границе, ну, там вообще. То есть ты можешь просто ехать, даже ничего не открывать. Ну, у них сканерами они, я не знаю, сканеры, не сканеры, но там нет, они выходят, говорят, в Грузии мне сказали: выйдите, откройте багажник. Я выхожу, вот, на кнопку нажал, багажник открывается, он открылся процентов на 40, закрывайте. Он, то есть, даже не увидел, что там внутри. Ему нужно было, главное, вот, по протоколу сказать: откройте багажник, наверное. Да, Всё. и на камере сейчас, чтобы вы видели, для отчетности. Все. И по документам, кстати, это частый вопрос, вот даже под моим видео в комментариях люди спрашивают, как ехать не на своей машине. Вот. Нужна доверенность на автомобиль генеральная, никаких апостилей, ничего этого не надо. И перевод заверенный тоже нотариально. То есть у вас должно быть, те, кто не на своей машине, дополнительно 2 документа. Генеральная доверенность и перевод нотариально заверенный. Все. То есть это вот всего 5 документов, те, кто не на своей машине едет. И вот сейчас, говоря, ты приехал уже в Турцию, получается, только ты имеешь право ездить на своей машине. Жена имеет право? Правила в Турции, сама знаешь, правила в Турции меняются каждый день. До того, как мы уезжали, можно было ездить только мне. Да, вот я тоже помню, что раньше было так. Кто заехал, тот и ездит. Да. Сейчас... Не кто заехал, а кто владелец автомобиля, тот и ездит. На данный момент у нас езжу только я, но мы оба делаем права иностранные, я имею в виду турецкие права. Мы не делаем международные, мы делаем турецкие права. Это и быстрее, и проще их сделать. Хотя, нет, международные тоже несложно сделать. Вот. Мы делаем турецкие. Вот. Не знаю, я честно еще не знаю, поэтому сорян. Да. Ну все. В комментариях напишем, закрепим. Мы узнаем и закрепим. Конечно, я обязательно закрепим. Да. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы дали много полезной информации. Тебе огроменное спасибо, что ты нашел время для того, чтобы встретиться и записать вот такое небольшое видео для моих подписчиков. Спасибо большое еще раз, Илья. Обязательно сделаю вам, как говорится, заметочку, где найти Илью. У него реально очень много крутых видео про Турцию и не только. Рад был помочь. С вами было агентство недвижимости ВЛ Homes. Я Анастасия. Всем пока-пока. До скорых встреч. Görüşürüz.
Пока.